самом сердце Амазонки. Шестимесячный детеныш ягуара, ведомый любопытством, ускользнул от матери. Симфония джунглей заглушала надвигающуюся опасность, пока зловещее шипение не разрезало воздух. Огромный питон молниеносно опутал малыша своими кольцами. Крики детеныша эхом разносились по лесу, пока змея все сильнее сжимала свою жертву. Питон не знал, что его победа далеко не гарантирована. В другой части джунглей проснулся Тиал, старый ягуар, покрытый боевыми шрамами. Более 10 лет он правил этой территорией, знал каждый ручей, каждую тропу. Его выживание сделало его не только охотником, но и защитником. Тем временем неподалеку работала доктор Изабелла Мартинес, антрополог, посвятившая свою жизнь изучению Амазонки и жизни местных племен. Ее глубокая связь с джунглями позволяла ей чувствовать и читать лес. Услышав тревожные крики, она незамедлительно взяла аптечку и устремилась в чащу. Тиал тоже пришел в движение. Он быстро продвигался к поляне, где питон сжимал детеныша. Без колебаний ягуар бросился в атаку. Питон, почувствовав угрозу, еще сильнее сжал детеныша, но Тиал яростно вцепился в тело змеи, когтями разрывая ее чешую. Завязалась ожесточенная схватка. Питон метался, пытаясь обвиться вокруг задней лапы ягуара, но тот вырвался и нанес смертельный укус в живот змеи. Раненый и дезориентированный питон отступил в подлесок. Ягуар остался стоять над детенышем, охраняя его. В джунглях вновь наступила тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием детеныша и его спасителя. Изабелла продвигалась через чащу, игнорируя боль от укусов муравьев и преграды на пути. Она пересекла ручей по поваленному дереву, обошла каймана и, наконец, услышала рев ягуара. Сердце бешено билось, когда она вышла на поляну. Там, в отблесках солнечных лучей, Тиал стоял над детенышем, а питон исчезал в зарослях. Осторожно приближаясь, Изабелла встретилась с настороженным взглядом старшего ягуара, но он позволил ей подойти. Она опустилась рядом с детенышем, увидела следы ушибов и начала оказывать первую помощь. Работая быстро, она остановила кровотечение, очистила раны и дала воды. Тиал стоял рядом, издавая тихое ободряющее рычание. Постепенно дыхание детеныша выровнялось. Осмотр показал, что переломов нет. Ввела электролиты, продолжала тихо говорить с ним, и детеныш приоткрыл глаза. Изабелла отступила к краю поляны. Наблюдая за двумя ягуарами, она вдруг поняла. Это не случайная встреча. Поведение Тиала говорило об отцовской привязанности. Это был отец, защищающий свое потомство. Изабелла вернулась в деревню и поделилась открытием с местным племенем. Реакция была бурной. Старейшины говорили о Тиале с уважением и трепетом. Для них он не просто ягуар, а хранитель леса, божественный знак, охраняющий равновесие природы. Это изменило восприятие Изабеллы. Ее работа теперь заключалась не только в научном исследовании, но и в сохранении культурной и природной мудрости. На следующий день она вернулась на поляну. Там уже была самка ягуара, мать детеныша. Изабелла сделала шаг вперед. К ее изумлению Тиал позволил ей приблизиться настолько, что она коснулась шерсти малыша. Между ними возникла необыкновенная связь, молчаливое взаимопонимание между человеком и хищником. Когда солнце стало клониться к закату, Изабелла собрала вещи, чтобы вернуться. Она обернулась и посмотрела на Тиала, стоящего рядом со своей семьей. В его глазах читалась древняя мудрость, соответствующая самому лесу. Изабелла улыбнулась, понимая, что стала свидетелем чего-то уникального. Союза силы, инстинкта и любви, который навсегда останется в ее памяти. А вы что думаете об этой истории? Поделитесь в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!